Слава Украине, привет всем от Полонского. И еще одно немаловажное событие, которое показывает нам, с кем мы имеем дело. Кто таков Трамп и с чем его едят. И самое главное, куда смотрит американская прокуратура. Или там все схвачено, я даже не знаю. А коррупция вся в Украине. Сейчас разберемся, друзья мои. Итак, вот этот Боинг, который якобы Катар хочет подарить Трампу. Как оказалось, Боинг не совсем тот Боинг, а Катар совсем оказался не Катар, а что-то другое. И все это, знаете, не то, что дурно пахнет, а просто в полный рост воняет. Итак, самолет, который подарили, или якобы подарили Трампу, я не могу сказать, это свершившийся факт или нет. Это не государственный самолет. Это частный самолет. Судя по его бортовым номерам, он принадлежит некоему шейху Хамаду бин Джасиму бин Джаберу Аль-Тани. Это бывший премьер-министр Катара. В прошлом он не является сейчас официальным лицом, вообще нет. То есть это частный самолет, кстати, которому 14 лет, на секундочку, как оказалось, это не новый самолет. Вот, и кто это таков? Это миллиардер, это, скажем так, очень крупный бизнесмен в гостиничном бизнесе, у которого есть недвижимость в Соединенных Штатах Америки, кстати, в Калифорнии, где постоянно происходят демонстрации. А вот теперь, это очень интересно, израильтянам барабанная дробь. И самое интересное, это чувак, который в Катаре ответственен за помощь Хамасу. Да, тому самому Хамасу, который устроил массовую резню в Израиле 7 октября 2023 года. И давайте посмотрим, что же этот чувак, кем он является. И тут это не мое исследование, это некий Джеймс Тейт, который регулярно протестовал возле, хотел сказать, дачи, возле поместья вот этого товарища, этого шейха Аль-Тани в Калифорнии. И вот чем он занимается. Первое. Этот шейх укрыл организаторов терактов 11 сентября, еще помните тогда, Халида шейха Мухаммеда. Понятно. То есть он еще был замешан в тех терактах каким-то образом. 11 сентября. Да, замечательно. Дальше, 2001 года, кто помнит. Да. То есть он укрывал у себя одного из организаторов этого теракта. Замечательный человек. Дальше. Он является главным покровителем Хамаса. И этот Хамас проживает в его пятизвездочных отелях в Дохе. Напомню, что вот Хамасу в Газу идут огромные бабки, просто огромные бабки, которые используются в две стороны, так сказать. Да? Там есть два способа использования этих денег. Из Катара деньги, из Саудовской Аравии, из Ирана, откуда хотите, да? Различного рода пожертвования. И как же они используются? Хамасов, я еще раз говорю, две стороны. Первое, это рытье рытье подземных ходов и создание оружия. Пускай кустарного, но они его создают. А второе воруется, вторая часть денег воруется и выводится назад в тот же самый Катар. Да. И потом, значит, верхушка Хамаса проживала себе просто великолепную жизнь, жила свою лучшую жизнь в пятизвездочных отелях этой же самой Дохи за эти же самые деньги. Вот, так, чтобы вы понимали. Да. То есть, кто их у себя принимал? Вот этот самый шейх Аль-Тани. Замечательно. Это еще не все. Он является посредником, стоящим за ежемесячными выплатами в размере 30 миллионов долларов тому же Хамасу в секторе Газа. То, о чем я и сказал. Дальше. Этот же товарищ делает официально, как они пишут, отвратительные антисемитские заявления. Он ненавистник евреев. Тут вообще интересно. Значит, с одной стороны, Трамп лишает дотаций Гарвард. Гарвард он лишает дотаций за якобы то, что там, возможно, это есть, я не буду говорить, не буду утверждать ни туда, ни сюда. Значит, за то, что в Гарварде некие студенты позволяют себе антисемитские высказывания, антиизраильские демонстрации проводят. Все мы видели это по телевизору не раз и не два. Вот. И что их Гарвард отказывается отчислить и так далее. За это, значит, администрация Трампа лишила их денег, и там вообще у них очень серьезный конфликт с Гарвардом. А тут они берут самолет
у товарища, это еще раз говорю, частный самолет, у товарища, замешанного в таком махровом антисемитизме, насколько пишутся вот в этой статье. Очень интересно, да? То есть правый глаз смотрит туда, левый глаз смотрит туда, такое косоглазие, да, замечательное. Там вижу, там не вижу. Дальше. Что дальше пишут? Этот товарищ, как говорится, вышел на пенсию в 2013 году, но он все еще финансирует террористов, запугивает соперников и заставляет критиков молчать с помощью тайных пиар-фирм, шпионского программного обеспечения и денег за молчание, включая меня. Этот человек пишет сам о себе. Да. И теперь вишенка на... То есть понятно, то есть человек занимается всякими неприглядными делами, среди которых антисемитизм, участие в терроризме, насколько тут пишут. А Трамп, значит, который проявляет удивительную принципиальность в случае с Гарвардом, вообще становится слепо-глухонемым в случае с этим вот шейхом. Ну, просто замечательно, да? И дальше, оказывается, 2 года назад этот шейх уже пытался продать этот самолет, но никто его не хотел. По следующим причинам: слишком большой, слишком дорогой, слишком бесполезный. А то, что дарит он его сейчас президенту Трампу, это просто, он просто сбагривает то, что он, это, ну, знаете, вот бесполезный чемодан без ручки. Выкинуть жалко, а носить невозможно, потому что, ну, ручки нету, как ты его будешь переть, неудобно. Вот так вот этот самолет для этого шейха. Он ему не нужен нафиг, потому что он его пытался продать, никто его не покупает. Еще очень интересный момент. Там же придется, то есть этот самолет сейчас, говорят, что он стоит $400 миллионов. Может стоит, может не стоит, трудно сказать. Но, по некоторым сведениям, для того, чтобы его довести до ума, то есть там, ну смотрите, этот самолет не новый. Этот самолет очень долгое время был у арабов, там в Дохе, в Катаре. Этот самолет принадлежал товарищам, которые как минимум в очень хороших отношениях с Хамасом. То есть наверняка хамасовцы были внутри и так далее, и так далее. Понятно, что там может быть жучками обклеено и камерами, и всем остальным обклеено все сверху донизу. Его надо полностью разбирать, полностью собирать, полностью все переделывать, потому что сами понимаете, что, ну, сидит какой-то там, да, бедуин где-то в пустыне, этот американский президент летит, он только кнопочку тыц, и уже никто никуда не летит, да? Потому что Бог его знает, что там внутри, что там в двигателях находится, какие там, да, приветы могут быть, что там, да, в кровеносной системе самолета, я имею в виду системы доставки топлива, нет ли там бомбочки в крыле, которая бахнет, а там топливо и так далее. То есть тут может быть все что угодно, вообще все что угодно. Его надо разбирать до винтика, до шпунтика, до шмендрика, а потом собирать назад. И вот американцы уже посчитали, что если вот произвести действительно все действия, которые сделают этот самолет безопасным, вот, то это обойдется $700 миллионов. То есть в 2 раза дороже практически, чем реально стоит этот самолет. Вот. И за это будут платить американские налогоплательщики. Американцы, как вам? А? Классно. Классно вам подарили самолет, которому 14 лет, на который нужно вгупать $700 миллионов, чтобы он вообще летал и был безопасен. И вообще соответствовал вот этим вот всем стандартам. Вот. Плюс от чувака, который, значит, является благодетелем Хамаса, замечательно, замешан в антисемитизме, вообще замечательно, израильтяне, как там, ничего, не чихается, не кашляется, Трамп по-прежнему наш пацан, наш слоняра, да, ваш слоняра, точнее, ваш слоняра, который за вас стоит там вообще горой, да, вот, и я же за это горой, да, видите, он шмырит Гарвард, вот, не подумайте, он за вас, ну, ого-го, это то, что надо, да. Вот. И, собственно говоря, $700 миллионов в трубу. Хотя, в принципе, $700 миллионов, ну что, это разве деньги? Посчитайте, сколько каждый раз вот это вот он на Боинге летает в гольф играть каждую субботу, воскресенье, туда-назад как раз еще больше потратит. Вот, поэтому фигня. Но у вас же бюджетное сокращение, вы в курсе, да, Илон Маск там везде всех увольняет, все это самое, чтобы в бюджет деньги вернуть, все бабло вернуть в бюджет, но $700 миллионов выкинуть туда и все. Да, вот этот шейх очень доволен, да, частный самолет втюхал Трампу, Трамп бегает, как это, знаете, как обезьяна с бананом, всем показывает, что у меня есть банан, ура, сладкий банан. Банан оказался горьким, а не сладким, да. Вот, но еще один очень интересный момент.
Коль уже затронули израильтян, которых очень сильно, казалось, любит Трамп, ну, только не пойму, кого больше, то ли Хамас, то ли израильтян, ну, тут уже сами решайте. Вот. Трамп хочет переселить 1 000 000 палестинцев из Газы, об этом он уже говорил, опять повторил. И вроде сейчас NBC пишет, что ведет переговоры с властями Ливии. Ну, это вообще обалденно. Ливия, интересно, она абсолютно пустынная, абсолютно пустая страна, где есть несколько правительств, как минимум 2 правительства, одно не признает другое. Вот интересно, с кем из них он ведет в данный момент переговоры. Одно из правительств поддерживается Объединенными Арабскими Эмиратами, другое правительство поддерживается турками. Там между ними война идет, 2 столицы, одна в Триполи, другая в Бенгази. Об этом можно очень долго рассказывать. Да, но страна очень богата нефтью. Ну, не просто так, и газом, да, там, значит, вот, и куда они туда хотят переселять этих палестинцев, я не очень понял, вот, и вообще, ну, очередная бредовая идея. Когда-то, кстати, Иордания переселила к себе палестинцев, потом кровью харкала, но это другая история. Вот, ну, то есть, вот как-то так, да, вот как-то так. Интересно, Хамас тоже в Ливию переедет, или все это просто-напросто бред?